сеанс. Абсолютная свобода. Свобода от вирусов и искажений. Свобода от блокирующей программы, которая у меня как мужик в моем пространстве воспринимается. Внутренняя свобода от обид, вины, претензий, жалости к себе и к другим. Свобода от всей магии и расторжения всех контрактов. Основные два аспекта. Первое. Хочу убрать ограничивающую программу, сущность или как дух, который я во сне воспринимаю как мужчину. Он находится в моем пространстве и снится почти каждую ночь. Когда он впервые появился в моем пространстве, на что притянулся? Если это родовая программа, которая передалась мне от матери Галины, то хочу очистить свой род, особенно по женской линии. Убрать все искажения и перекосы. Ощущение, что перекос спины и костей таза связаны именно с этой программой, так как у меня, у мамы и у дочери Анны проблемы со спиной, а также эта программа влияет на отношения с мужчинами, на достаток и удачу в целом. Это типа как порчи, негативная программа. Утром, как-то проснувшись, я видела, как отсекаю черную ленту от дерева, как от древа рода, которая тянулась через несколько поколений. Возможно, это и есть эта программа, дух, которую я вижу во сне. У меня вопрос, почему я эту программу, этого духа воспринимаю как своего друга, которого я давно знаю и не хочу с ним расстаться. Первый сон. Мама отдает мне ее носки, и я надеваю их на свои ноги. Второй сон. Мужчина во сне мне говорит с пренебрежением: ну и муж у тебя. Я отвечаю: мы в разводе и разъезжаемся. Он говорит с улыбкой: телефончик оставь. Я смеюсь и оцениваю его юмор. Я заявляю, что отказываюсь от этой программы духа, убираю навсегда, очищаю свое пространство и свой род. Вчера вечером что-то я там продышала, проработала, что-то поочищалось, убирала из груди, как будто ощущение, что был портал, может, он еще есть до сих пор, как будто бы портал такой в груди, и из этого портала вся эта нечисть и вылазит. Вот, вчера что-то там подышала, поочищала, легла спать, вчера было мне как-то очень плохо. Вот. И утром приснился сон. После того, как Вика мне ответила, назначили сеанс, это было в 4 утра, как раз я уснула. После этого и снится, что я вымылась, таз с водой еще себе на ноги вылила, ноги промыла, забрала сумку, такую большую дорожную. Там в сумке также у меня были деньги, целая пачка, в руках тоже была куча денег бумажных. Все это забрала свое с собой и собралась выходить из квартиры. Но подошел снова этот мужчина, он представился в образе моего старого друга, с которым у меня был роман, поэтому я его так нормально восприняла, и начал меня целовать. Глаза такие грустные, это типа как бы на прощание. Но думаю, что сегодня я все-таки с ним расстанусь и стану полностью свободной. Повторяю, что моя цель абсолютно полная свобода. Второе. Хочу убрать все вирусы из моего пространства, на что они притягиваются, и хочу убрать причину. Болею 2-й месяц, как-то мне было легче, вышла на работу, а там работает кондиционер, все, он дул на меня, но так как рядом еще были другие соседние отделы, им всем жарко, мне не давали его выключать. В результате я снова заболела, потом снова стало полегче, потом снова, и, в общем, пошла я потом в поликлинику, ну, тут буквально когда позавчера, вот, пошла в поликлинику, думаю, все, возьму больничный, долечусь уже до конца. Но не тут-то было, просто в поликлинике, оказывается, врач болела вся там в соплях, я еще от нее подхватила, ну, короче, все по новой. Тоже по 3-му кругу. В общем, я 2-й месяц, у меня как-то не получается выздороветь. Вот. И у меня такой вопрос, почему я на подсознании причиняю себе вред? Я могла бы там, в принципе, не идти, да, и снова бы не заболела, не все пошла. Если есть у меня эта программа, такая саморазрушение или самоуничтожение, то тоже убираю из своего пространства. Убираю импланты из носа, ушей, головы, позвоночника. У меня в детстве болели уши, так как, может быть, ругались родители, я не хотела их слышать. Сейчас это лимфоузлы у ушей воспалены почти постоянно и болят.
Также в носу постоянно першит, какая-то аллергия там на пыль проявляется и туман в голове. Убираю портал из сердечной чакры. И также хочу убрать окончательно всю магию. Я это все убирала, но еще, если есть, на всякий случай отказываюсь от всей магии, а именно от всех ритуалов для привлечения мужчины. Я делала ритуалы с розой, гадания на Рождество, тянула бумажки с именами парней, бумажки с событиями на год тянули. Ложила расческу под подушку, чтобы приснился суженый, чтобы на новом месте там жених приснился и так далее. Отказываюсь от влечения рунами. Прочитала книгу по рунам, и во сне приснилось, что душа кружится в вихре с рунами. Рисовала их, рисовала также знак Ом на животе. Все это отменяю, отказываюсь. Отказываюсь от ритуалов, которые я делала, прочитав на сайте эти ритуалы у Игоря Михеды на очищение. Писала заявление о развенчивании с мужем Александром. Читала это, проговаривала несколько раз и призывала в свидетели небо и землю. Отказываюсь от этих ритуалов, отменяю, очищаюсь, убираю последствия. Отказываюсь от ритуалов на привлечение денег, создание чаши изобилия, носила в кошельке китайскую монетку, на работе стояла денежная жаба, дома стоял хатейчик с монетками в пирамидке. Отменяя эти ритуалы, очищаюсь, возвращаю себе утраченный денежный потенциал. Отменяю ритуалы на полнолуние, отменяю гадания на картах, вызывание чертика с иголкой, отменяю рисовать круг с цифрами и буквами и гадать на нем маятником на этом круге. Отменяю ритуал очищения, после которого появился дух, говорящий на древнем языке, таким женским голосом. Я его убирала, но если его энергии еще остались, то тоже убираю. Потому что когда я болела, я эту речь снова слышала. Отказываюсь рисовать знак цельнозора. Выдираю всю магию с корнем, убираю из себя магическое зерно, весь этот хлам отправляю в портал на утилизацию и нигиляцию. Расторгаю все контракты с антимиром, очищаюсь, освобождаю себя от вины и жалости перед мужем Александром и дочерью Анной. Убираю все привязки, кармические узлы, становлюсь свободной на всех уровнях. Убираю страх, перестаю подстраиваться под окружающих, становлюсь стройной, гармоничной, здоровой. Почему-то я тебя постоянно вижу, как мама присела возле тебя и завязывает шарфик. Мама колдовала на тебя? Какие-то ритуалы делала? Но на меня лично нет, но Ну, мы для с ней тебя. по-моему, нет. Просто я с ней ходила гадать, когда была маленькая. Это с этого, может, началось. Она меня с собой брала. Была с подружками, она гадать, и меня маленькую с собой брала. Но лично на меня вот я такого не помню. Ну, это Но она одно и вот, то же, да? То есть это... Как маму зовут? да, Как? Галя, Галина. То есть есть волшебство, которое используют Творцы. творцы. Оно творится силой мысли, силой воли. Да? То есть это творить по-чистому. И есть творение по-черному. По-чистому это экологичный способ. Это его используют люди, которые уважают себя, свое пространство, коны Вселенной, не причиняют вреда ни себе, ни людям, ни окружающему миру. То есть они гармоничны со Вселенной. И противоположный код творения – это демонический. Здесь всегда есть ущемление интересов какой-то стороны. А
по большому счету, то есть это то, что лежит на поверхности, а по большому счету любые гадания, любые вот эта ворожба, это все идет против самого человека, потому что законы Вселенной никто не отменял, и карму тоже. Карма завязывается тогда, когда человек ошибается, когда он нарушает законы Вселенной. Вот тогда он завязывает эти кармические узлы. Если все хорошо, никакая карма там не работает, потому что она отсутствует. То есть и вся магия уйдет тогда, когда ты это прочувствуешь и решишь на всех уровнях своего сознания идти по чистому пути. Я решила тоже, да, давно. Да? То есть и на уровне сознания, и подсознания, и любых вибраций своей души. Вот. То есть это должна быть, знаешь, такая, как даже праведная злость на этот Ярость. антимир, который обманул, да, потому что они хотят, почему карма работает не на них, а на человека, именно из-за коллаборации с антимиром. То есть это как вот этот страх, да, ты говоришь, почему я чувствую, как бы, как это ты сказала, как бы приязнь к врагу, да, какому-то. То есть это вот эта программа, как называется этот стокгольмский синдром, он работает так, когда человек много-много раз имел негативный опыт, где он чувствовал, что его никто не может защитить, что он один на один своими проблемами и доверять уже некому, тогда включается вот этот синдром подстроиться под врага для того, чтобы авось пронесет. Если я буду как бы его, такая же, как он. Вот именно на этом они и работают, и завлекают к магии, к черной магии. Белой магии не бывает. Бывает только черная магия. Я еще с детства испытывала такую незащищенность из-за отца, ну, который так постоянно меня что-нибудь где-то там бил, угрожал, унижал. Отца как Чувство зовут? незащищенности. Леонид, умерший. Да, то есть пора уже попрощать хорошенько и папу, и маму. Да, как говорится, простить и отпустить. Потому что когда контракты расторгнуты, то сейчас важно не держаться за это старое, потому что это инерция нашего разума. Там не все так Да-да, быстро я не происходит. держу никакого зла, ничего, просто если что-то есть, все убираю, отпускаю, все, то в портал, все. Отлично. Ну что, будут еще, Жень, вопросы у тебя? В принципе, я думаю, все появится Да, в да. процессе. А какие там гадания с розочкой были? Нужно было просто взять розу и водить розой по телу. Так как я такая там красивая, что-то привлекаю, там мужчину в свое пространство. Я такая же, как Роса, я красивая. Красивая. Конечно, пыталась, конечно, ну что делать? Понятно. Ну ладно. Ну логично. Ладно, поехали. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Я вижу, кто-то там баламкает, и слышу колокольчик. Так, тын-тын-тын. Из сектора магии тянется. Ну, я отсоединяюсь сейчас. Соединись, Виктория, от этой ситуации. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Ирины. 1, 2, 3. Ирина. Я ее вижу. Она находится, как будто бы ноги в черной энергии. А вся пытается вырваться, как ангел, и такие, как шнурки черные тянутся в сектор интерферентов, в сектор магии. И
М. Сейчас я ее считаю. Эфирная ДНК. Считай эфирная ДНК, Ирина, она ли это? Да, это она. Спроси у Ирины, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. Так, какая-то штука у нее вот здесь, какая-то форма сейчас. И она снимает кольцо, Мгм. но ничего не говорит. Я еще раз ее спрашиваю. Мгм. Она вот так, как будто бы прислушивается. Вот так, знаешь, Мгм. ухо. И на ухе такой большой имплант. Так. И показывает как будто бы на языке жестов. И это все динамично, вот так, как будто бы сжимается вокруг нее. Это, у нее такой, как будто бы в таком прозрачном пространстве вокруг нее, как белок. Мгм. Считывается ДНК Люцифера. И вижу вот здесь портал, и он точно заходит в сердце. Считывается перепрошивка разума. Мгм. И сразу же вижу в секторе магии какой-то колдун. Мужская энергия. Шапочка. Вот это. Мгм. И как будто бы сидит перед его глазами вот так такое какое-то сияющее пространство, как шарик. И он туда смотрит и говорит, что вычитывает, вычитывает что-то. Мгм. Что это обозначает? Вычитывает. Я вижу, что он как будто бы через мону эту смотрит. Она вычитывает, а у нее взгляд вот так от ее сердца идет в сектор интерферента. И там такое пространство, и как будто бы такие большие щиты во весь рост человеческий. И такие фигуры, эти щиты вот так меняют. Когда я посмотрела, считывается, что подстраивают жизненные ситуации по люциферианскому ходу. Мгм. А Мгм. типа ход– это как движение, шаги, это как путь, направление и движение, как будто бы я слышу цикличное движение, то есть смысл именно в этом движении, как представление ног. Мгм. Вот. И с этим связаны эти энергии и этот сон, что ей якобы мама одевала носки, Мгм. вот эти импланты ее как калоши. Но я не услышала, дает ли она разрешение поработать с ней. Да, она дает. Говорит, даю. Мгм. С чего, Виктория, лучше начать? Посмотри. Ну, вот с этой ситуации, кто это в секторе магии находится. Я приказываю ему проявиться согласно физической ДНК, назваться, кто он такой. Звучит, что как бы верховный колдун всех времен Мгм. и иллюзий. Приказываю. Предшествующий Люциферу. И я вижу, что как будто бы Люцифер выходит, как будто бы его выпускают м, Мгм. из этого портала, а он как будто какой-то предшественник. И Подготавливает приход. да, Мгм.
Приказываем ему Илья отвечать. Цельнозор звучит. Приказываем отвечать, что он делает в пространстве Ирины. Он показывает, что вот здесь, где вход в ее пространство, как будто бы циферблат, и там такие цифры, и механизм такой. Он говорит, что настраивает на люциферианскую волну. И вдруг я увидела, что с этого места есть такая, как изогнутый такой лучик сияющий, и там какой-то сияющий. А там энергия, вот лицо вижу Ирины, и уходит в сектор интерферентов. Казуальный аспект. Сейчас я вижу, часть ее энергии находится в секторе интерферентов. И там выглядит, что она как будто бы одевает такие калоши черные, но тянет их, как чулки, прямо вверх по ногам. Считывается люциферианская блудница. И опять какая-то жестикуляция, я слышу. Это жестикуляция. Что это такое? Сейчас я посмотрю. Что это за жестикуляция, что было на физическом плане? Я слышу ритуальность сознания. И ритуальность сознания. И вижу там, как будто все набросано. Вот такие движения вот с этой розой. Потом как будто бы опять мама считывается, что кидает карты. И другие там ритуалы, какие-то топтать ногами. Ну вот это ритуалы всякие. Какое, Виктория, ключевое событие? Сейчас, одну секундочку. Тут Да. какой-то новый аспект в понимании появляется. Сейчас это жестикуляция. Никогда этого еще, по-моему, не было. Давай посмотрим. Что это означает? Я слышу ритуальность сознания. Проведение через... Вот какая-то там, это самый раз, и потом слышу бытие. Реализация. То есть вот эти ритуалы, то есть это ритуалы демонические, да? Они как будто переводят этот дух в физическое измерение. Я слышу, это переход люциферианского сознания в человеческое сознание. То есть вот эти именно ритуалы имеют как переключатель такое значение. И начинается как бы это... Коллаборация как? Ну, получается, что буквально выглядит, что вот Ирина как будто бы за руку берет этого духа. Кто этот дух? Сейчас я его... Вот он проявился, этот типа мужчина дух. Она, Приказывает как этому будто духу убрать невеста иллюзии. берет его, а он так улыбается и говорит, она приглашала меня. Приказывает этому духу убрать иллюзии, убрать защиты, на снятие магии колдовства, принять истинную форму согласно его эфирной ДНК. И вот этот мужчина вдруг как бы вот так как изменился быстро, так знаешь, и переместился в сектор магии, и такой злой, и такой дух разорванный, вот, считывается дух слабоумия, деградации, шизофрении. То есть, ну, это же понятно. Психиатры нормальные и говорят, что все расстройства психики связаны с одержанием этих духов, то есть отсутствие воли. А чтобы это случилось, то людей к этому, ну, на это нас, ну, как бы подсаживают.
Алкоголь, наркотики, магия, ложь, ну, нарушение конов. Вот этот ритуал жестикуляции, как этот дух связан с этим жестикуляцией, с этим ритуалом? Как это происходит, механизм? Я вижу, как она водит вот этой розой, и на физике это роза, вот если взять эти измерения, которые я вижу, да, на уровне энергии, вот эта красивая роза, она считывается умирающая, ну, потому что она отрезанная, Да. она теряет энергию, и энергия вот так уходит, она как бы соединяется и с эгрегором упадка, смерти, ну, вот это шизофрения, этого все, то есть разрушение. Вот, потому что роза умирает. Мгм. И таким образом, надеясь на умирающую энергию, Ирина как бы призывает дух. Оно считывается безразличие к себе. То есть на подсознательном уровне, естественно, что ее душа знала все, но душа слушается рационального разума, и поэтому не сопротивляется, да, подчиняется. Но когда выключается воля, то есть вот в этот момент она как бы слушает подсознание, слушается воли. Но получается так, что этот прецедент, вот этот ключ, он, вот эта ситуация как бы застывает в пространстве, потому что она противоестественна и начинает натягивать на себя такие энергии, чтобы это все потом дублировать. То есть вот это решение коллаборации. Вот эта жестикуляция, это как действие именно, да? Да, да, Которое... да, ну, ритуалы, да, то есть Мгм. действия. Понятно. А, Так, а спроси у Ирины, понимала ли она, что использование мертвой этой энергии приведет к последствиям? У ее подсознания спросить? Нет, Ну да. да. Ну, Да. давай, я спрошу. Спроси у подсознания, видит ли, к Она чему говорит, приведет. я видела. Мгм. Я сейчас хочу спросить, давала ли она сигнал рациональному. Посмотри. Она говорит, нет. И показывает вот этот имплант на ушах. У нее такие импланты вот такие огромные, вот здесь такие серые на ушах. И подсознание говорит нет. Оно говорит, что она не слушает меня. И Мгм. говорит, а я спросила, кого она слушает. Она говорит, она слушает свою маму. Ага. И показывает в секторе магии, то есть на что оно притянулось, показывает, как мама вот кидает на карты. А эти карты берет потом Илья Ага. и начинает вот в этом механизме, в этом портале, как бы свои настройки делать. Мгм. Так, когда она слушала маму, карты идти кидала, на что Ирина согласилась? Вот я вижу тот момент, который я всегда вижу, когда с Ирой общаюсь. Мама как будто бы присела и одевает ей такой шарф на шею. И что интересно, этот шарф повторяет, ну вот так, как такой символ. Мгм. Ну, как ну, вот так Ну, завязанной. ну, перекрестились два конца. И Мгм. один, да. Что обозначает этот символ? Я слышу заключить в динамику.
Мгм. И опять вот это, ну, ходить, вот этот процесс, ход. Вот. Мгм. То есть это вот это магнетизм. Вот. У нее, ну, это как есть прецедент. Сейчас нужно найти тот момент. Я вижу, что маленькая девочка, она показывает, вот, где она потеряла ориентир. Она маму вот так дергает, как бы за юбку, и показывает на тот открытый портал, откуда эти черти лезут, так называемые, эти программы. Мгм. Сейчас я Как, спрошу у как Иры, мама. что она чувствует в этот момент. Мгм. Вот я слышу, мама авторитет. То есть она маме говорит, пойдем отсюда, показывает на это, но мама как будто ее как бы, ну, и она, Не слышит. да, Мгм. не слышит. И слушается вот Ира себя, и я вот маму слушается, и я вижу, что произошел как будто бы, я услышала, как, ну, как веточка сломалась. Мгм. И тогда вот я вижу, веточка это, оно буквально как будто бы розочка с такими, стебелек розочки с этими, с колючечками. И вот так стебелек сломался, и оттуда вышел вот этот дух Люцифера. И я слышу, обосновался. Вот открылся вот этот портал, то есть этот портал, где вот эта коллаборация уже. И в этот Мгм. момент вижу, как этот контракт, когда Ирина не послушала свое подсознание, а маму, и вот я вижу, что она как эти калоши одевает черные. Мгм. На что согласилась Ирина, когда одела эти Я калоши? слышу быть битой всю жизнь, идти Мгм. путем коллаборации с Люцифером, его шагом, ну, буквально как шаг в шаг. Так. Ненавидеть себя. А я слышу, выйти замуж за Александра, непослушная дочь, Мгм. волшебники, я слышу. И вот эта ситуация с Моной, Мона как-то ее вычитывает, то есть считывает, но считывает не ее божественную сущность, а только, вот так я слышу, только коллаборацию, то есть считывает, то есть работает только в сфере темных программ личностных, да, Мгм. но не берет во внимание божественную сущность Ирины. Я слышу, не отождествляет ее со светом. То есть ищет среди этих путей, как бы среди двух зол, самый худший вариант. Потому что Илья постоянно ее подгоняет, как бы у него такие энергии. Тух-тух-тух-тух, быстро, быстро, быстро. Он готовится к приходу Люцифера. Он М. ему готовит или готовил приход. Портал открывал таким образом, потому что чем больше, ну, все дано по воле людей, да? Чем больше Мгм. людей занимаются магией, тем сильнее этот Люцифер становится. То есть вот эти духи как бы имеют разрешение, потому что их приглашают, этих помощников вызывают. Вот. Мгм. Так, хорошо. Вот этот первый случай, когда она дергала маму за юбку или там за чего-то, когда Да. мама картами занималась.
Какое в этот момент Ирина приняла решение, когда ее мама не послушала? Я слышу взять на себя весь грех рода. М. То есть взять, ну, грех – это погрешность, то есть взять на себя вот эти все родовые негативные программы, вместо того, чтобы выстраивать свой собственный опыт и идти своим собственным божественным путем. Мгм. Что, видит сейчас Ирина эту ситуацию, к чему она привела? Да, она говорит, как я могла это сделать? И показывает, что она вот смотрит как будто бы в такое зеркало. Мгм. Я ей передаю информацию, что Ирина желает навсегда избавиться от этого духа. И я вижу, как ситуация меняется. Вот эта маленькая девочка вот так стала в позу. Вот так возле мамы. И так ножку, знаешь, вот это поза непокорности перед материнскими Мгм. этими. И говорит, Роли. Ага. да, и говорит, и сразу у нее энергосфера вот так, такая сияющая, энергия возвращается к ней и говорит: мама, ты себе как хочешь, а я пойду другим путем. И, Мгм. ой, где-то я это уже слышала. И вижу, как эти ботиночки черные, вот, просто она выплывает с них. Мгм. Я передаю, вот она рвет этот контракт, отказывается идти вот эту всю м, жизненные эти все передряги. Я ей передаю, что она сейчас, если она хочет, может разорвать этот контракт с Люцифером, с этим духом, с мамой, передать маме ее божественной части, душе божественной информацию о том, что ее программы, Мгм. вот, и чтобы Ирина Отк отказалась, да, Мгм. принимать эти материнские программы, и что мама тоже может это сделать, и папа, и весь ее род. То есть она эту информацию по своему роду Мгм. передаст. И я вижу, как в секторе магии появляется такое дерево, от которого как будто бы такая кора вот так вот трещит и отламывается. То есть информация идет, и вот это древо выходит из сектора магии, и вот так как-то в голове появляется, как сияющее такое дерево, Мгм. считывается гармония. Какой Здорово. кондиционер дует холодом, ужас. Мгм. Вот, и сейчас я смотрю, и Мгм. Ире говорю, чтобы она сейчас стерла со всех информационных полей эту коллаборацию, разорвала этот контракт, и она смотрит на эту розу Мгм. и говорит, что отдает Люциферу какой-то язык, ну, какие-то слова не русские. М. Ну, переводится как Люциферу люциферианское. Мгм. То есть отдает ему карму, отдает все его воздействия, последствия. Ну, вот этот принцип, вот я буквально слышу, вот по-украински слышу, Богові Боже, демону демонски. То есть ее божественной душе, пусть она возвращает все ее божественные энергии, а все, что не принадлежит миру высшему, духовному, пусть отдает туда, откуда оно пришло, вместе с кармой, со всеми последствиями. Мгм. И она вот так поднимается, и какой-то дом появляется. И она говорит, что я и мой дом, говорит, служим миру Мгм. чистых духов. И она поднимается. А что за чистые духи? Что это обозначает?
Вот я вижу, как такие, как ангелы в секторе Первотворца, там высоко-высоко, как бы руки протягивают и помогают ей. Я слышу освободиться, и здесь сияет вот это все сияние. Я вижу, что сам человек как будто бы не может без помощи Вселенной, чистой Вселенной, божественных душ освободиться от, я слышу, от казни Люцифера. Я передаю Ирине, что она, это все в ее воле, и она сейчас может отказаться принимать эти все предложения. Она уже много раз отказывалась, и это ее последнее слово. Пусть приказывает всем этим духам, магам убирать Забирать их из ее руками. пространства за их ложь, карму. И я вижу, как этот портал вот к Моне и к Илье вот так вот вытягиваются, закрывается. И там эти карты посыпались, и вот она раз, вот так и закрыла портал, чтобы Ира закрыла этот портал, очистила все ее пространство и восстановила. Я слышу доминирование духа, ее духа, доминирование ее духа божественного над низкочастотными вибрациями антимира. Хорошо. То есть Ирина очищает ее генетику, чипы, все импланты, все зацепки отправляет на аннигиляцию, поднимается вверх. Вот она, что слышать, слушаться маму, вот эти импланты. Не слышать себя, а слышать маму. То есть мама, я передаю Ирине, чтобы она в антимир эти все импланты отправляла основателю этих всех негативных программ, энергий. Ее убеждение – это быть чистой и творить чистым разумом, чистые энергии, свет, гармонию, процветание. Так. Да, сейчас я ей передаю, чтобы она сейчас нашла вот этот, я услышала вдруг так вирус, да? Вирус. То есть вот эти импланты, они поддерживаются тоже вирусами. Я слышу, что вирус – это вторичный приход. Как это? Что это значит? Они держатся на имплантах сознания. Не так идет. Я вижу импланты сознания, это вот эти сгустки энергетические черные, эти контракты, то есть это те моменты, когда человек вот пошел против сознания своей души, против счастья своей души, против миссии. Миссия души – это счастье, гармония и процветание, и прогресс, да? Жизнь, творчество. Так. Вот. И вот она опять смотрит на эту розу с этим порталом. И эта роза как-то оживает, она такая страшная. Это цветок сам такой, знаешь, как будто бы из пепла, а листики как руки. И вот она, эта роза с ее ногами там, я передаю Ирине, что она может эту розу сейчас оживить в ее пространстве и убрать этот ритуал. И я вижу, как из рук Ирины такие импланты, которые буквально считывается, что позаламывали ей руки. То есть, когда вот я вижу, человек делает ритуалы, ритуальничает руками, магичит, да, то Да. образуются эти импланты, и они считываются буквально как эта болезнь белая, вот я чувствую, проказа, вот. Какая-то сейчас звучит крутится.
Что То ли обозначает? лепра, то ли М, вот так вот. Вот так вот. И оно выглядит так, знаешь, как будто бы грибок это такой все поел, оно такое чужеродное все. Я передаю Ирине, чтобы она сейчас очистила все ее живое пространство. мгм, Лептоспироз я слышу. Это мгм. какая-то инфекция. Может быть, у Иры лептоспироз? Да, М, прозвучало прям четко вот так услышано. Что это такое? Что это? Ам, Я Инфекция? слышу, да, что это заражение. Да. Я Мгм, передаю, это вот связано с этими имплантами, с колдовством. Я слышу, это прямо я посмотрела, и оно считывается, ворожея. То есть вот эти импланты, которые руки вот так как бы а, м, удерживают от творения добра. Я передаю Ире, что вот она читает информацию, я передала, и она вот так читает, что Ира отказалась от творческого темного начала м, и принимает, пусть она найдет свою божественную душу, где она потеряла, м. заберет. Вот Все это с потенции. того момента, да, Мгм, и она показывает какой-то момент, что что-то она пьет. И я слышу Марфа. Когда она читала аспекты, то я на нее смотрю и слышу Марфа. Скавронская. Да, и вижу, что в секторе интерферентов она как будто бы что-то пьет. Я ее спрошу, сейчас прочитаю, что это. Мгм, И я вижу, а, слышу, там такой светлый какой-то часть, ну, как будто бы энергия, а считывается Петр, такая светлая часть, и она ему что-то подсовывает. Или, мгм. Был такой это магия прелюбо. прелюбодействия. Мгм, А, и сейчас над ней я слышу, что это как висит рог, да, то есть мгм. я передаю Ирине, что она этот контракт вообще-то уже давным-давно расторгла, Тор. отменила эту ситуацию. Почему она до сих пор находится в ее? Она отменила эту карму. Мгм, И вдруг появляется в секторе магии вот этот же портал как механизм. И этот колдун маленький, этот дух колдуна, начал прыгать в истерике. мгм. Вот. И Чего что-то это там он делает? говорит, там пищит. Сейчас я его закрою в этот, Мгм. В емкость. заледеню его и посчитываю, что он там пищит. Мгм, Он говорит, что он так старался, так старался. И он постоянно ее обвиняет, что она вызывала духов. Я ему передаю, что он все врет, потому что она давным-давно все отменила. мгм, А он орет: "Она не может, она виновата". А я ему передаю: он врет. Она ни в чем м, не виновата. Она уже давным-давно это все отменила. Он нарушает коны Вселенной, ее личное пространство. И оно вот так, вот так. И это все отпало. Я передаю Ире, и она выходит с этого желейного пространства, чтобы она все это отпускала, выталкивала с ее пространства, исцеляла все ее сознание, раскручивала эти все вирусы, всю информацию. Она светлая божественная душа, а все, что она творит, никому до этого дела нет. Никто не имеет права. Это ее жизненный опыт. И пусть она м, сейчас поблагодарит свою м. душу за этот опыт.
наполнит любовью все эти ситуации, где она шла на поводу у антимира, и наполнит своей божественной волей, вернуть свое творческое начало, вернуть статус первоначального, я слышу, Творца, вернуть статус сына, дочери божественной энергии по принципу и по конам Вселенной, по закону рождения, по кону рождения. Она, ее божественная душа, рождена светом и есть свет. И я вижу, как она поднимается вот так интересно по таким этим вверх и снимает с рук, как будто бы чулки такие черные. И смотрит на руки, а они так сияют. И где руки вот так, а здесь такое, как шар такой энергетический. И она вот так руками взяла, вот так шар между руками, и вот так как-то как подвинула, и все ее пространство засияло. Я ей передаю, чтобы она сейчас распространила свет по всему ее божественному пространству, исцелила всю ее кинетическую память, наполнила светом, любовью, гармонией, процветанием, здоровьем. Отлично. И она вот так вот произошло, вот как будто бы она эта книга. И говорит: я душа, я человек. И поднимается как ангел вверх. Вот. Виктория, там была еще частичка света какая-то у Петра, присутствовала при этом отравлении. Она освободилась? Сейчас я посмотрю. Я вижу, что вот он смотрит в эту, как бокал такой какой-то, чаша такая. Он туда смотрит. И я вижу, он так смотрит и из сердца вот так вынимает такую черную эту, вот туда. И сразу вспышка произошла. Все, ушел. И Хорошо. как будто бы, как дружеский такой жест, знаешь, как будто бы рукопожатие, да, да, то есть мир. Мир, дружба, жвачка. Да, Хорошо. да. Мир, Карма дружба, антимира. осветляй. Карма антимира всех. Вот, эта привязка ушла. Это еще с того воплощения. Привязка к ее мужу ушла. Отлично. Ну, к мужу с того Александр. воплощения. Да, да, ушла. Вот. Давай, И все. Она вот так опять, я вижу, обтрушивает все. Хорошо. Энергосфера правильной формы. Добро. Виктория, отсоединяйся от всех тех ситуаций, которые Сейчас мы этот кубик замороженный уберу. Портал на утилизацию. Вот он висел там. Сейчас эти все энергии, все очищаю, чистым. наполняю светом. Очищаем пространство, наполняем светом, жизнью, любви и гармонии. Да. Хорошо. Спроси у Ирины, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, я проверила эти ангелы, которые там стояли. Это, я слышу, ядро душ. Это высокое, самое высокое, ну не самое высокое, а это измерение, где ядро душ находится, которые были сотворены первотворцом. Вот там уже пространство выше, как бы первотворца, а здесь вот это, где я слышу проект. И идет информация, что она пришла домой. То есть она как бы открыла свою многомерность. То есть очищаясь, мы как бы раскрываем свою, постепенно очищаем, этот путь расчищаем к пониманию своей многомерности, к своему многомерному существу. Отлично. Спроси Викторию Ирины, все ли мы сделали для нее на этом Да, сеансе. она вот так нас благодарит.
Хорошо. И мы ее благодарим за ее опыт, за ее труд. Прощаемся с Ириной. Да, я еще проверяю, она вот снимает этот шарфик из Угу. себя. Я ей передаю, что она полностью очистила ее пространство и наполнялась, пусть разрешит себе быть счастливой, красивой, гармоничной, здоровой. Угу. Вот. Мгм. Хорошо. Прощаемся с Ириной. Да. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Поднимайся максимально вверх. Да. Проверь твое личное пространство. Да, все чисто. Хорошо, наполняемся светом, любви, жизни, гармонии. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.